Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. И сегодня на обзоре у нас средний советский танк 9 левела, объект 430, вариант 2. Проходная прокачиваемая ветка с задним расположением башни. Честно говоря, всем сердцем ненавижу эту ветку и считаю ее худшей веткой среди всех исследуемых машин любых наций. Ну да ладно, начнем мы, конечно же, сегодняшний обзор с бронирования объекта 430 вариант 2. Погнали. Итак, коллижен модель нашего танчика, ну и начнем с НЛД. 128, приплыли, брони вообще нету. ВЛД 131, 136, тоже нет брони, прям ну от слова нет совсем. Верхняя часть 82 в приведенке, но система пишет рикошет 40 мм фактически. Хороший угол наклона, а это единственное, наверное, место в корпусе, которым мы сможем отбивать снаряды. Башня у нас сферическая, ну и самые ослабленные зоны здесь 191 и пошло 240. Ну вот здесь, да, крепко, здесь хорошо. Планка у нас рикошетная, там хороший угол наклона у нас 195. То есть вот эти щеки это беда этой башни. Ну и конечно люки 190 и здесь 207. Люки такие спорные. Ну, анти-СТ. ТТшки точно пробивают, про ПТшки мы молчим. Боковое бронирование 62. Может ли он танковать от борта? Может. В исключительных случаях, если аккуратно и не передоворачивать только за счет рикошета. Вот так еще, кстати, танкуем. Так тоже танкуем. Так вот уже начинает пробивать. Аккуратно танковать можно. Подбашенный цилиндр, правда, подставляем 7,7. Он достаточно маленький, попасть туда будет сложно. Танковать от борта вот эта машинка может. Но извините, вот это жесть. Вот эти огромные щеки, эти жесть. Здесь тоже такое себе. Брони нету, запомнили. Так, выяснили, брони здесь нету. Соответственно, ай-яй-яй, да. Может быть, нас чем-то другим побалуют. То есть по броне-то минус. Давайте смотреть основные модули. Баловать нас будут пушками 9 левела, 100 мм. И еще одна 100-миллиметровка D54U. Альфа 320-320, бронепробитие здесь 201, но на голде 330, поэтому в принципе на стоковые пушки на голде прокачивать до топового орудия вы сможете играть, но только на голде. Здесь 246. 330. Поэтому стремимся как можно быстрее к топовому орудию. Заряжаются примерно одинаково. Топово чуть-чуть быстрее, 7,5 секунд. ДПМ примерно одинаковый. Точность здесь тоже получше, чуть-чуть 0,35. И время сведения здесь прям комфортнее. 2 секунды против 2,3 на стоке. Но играть на стоке вы сможете все равно на этом танке. Касаемо башни. У нас здесь что? Прибавляется чуть-чуть брони, да, и обзор. Обязательно качайте топовую рацию. Я двигатель топовый не стал качать. В преддверии выхода новой ветки японских ПТСАУ экономлю на свободном опыте. Поэтому не буду качать. Вот. Хотя там прибавочка-то есть. Причем такая существенная прибавочка, да. Процентов 10 подвижности этой машине топовый двигатель даст. По поводу топовой ходовой. 40, кстати, танчик хорошо на месяц крутится. 48 градусов в секунду, а на стоке 44, плюс 4 дает. По полевой модернизации. Так, смотрим. Угу. У нас скорость поворота и так хорошая, поэтому качаем повышение жизнеспособности. Здесь мы не будем никогда на этой машине, и вы в частности, стрелять в движении, как правило. Поэтому рекомендую качать более лучшую точность. Она становится 0,31, что уже себе неплохо. Обязательно качайте антибликовую маскировку фар. Здесь от времени заряжания, и здесь у нас от размера круга сведения. Либо ничего не качать. Я бы не стал вообще ничего не качать. Так, и здесь на разведку ставьте. Второй слот.
Правда, я без просветленки катаю. Значит, смотрите, в первый слот ставим вентилятор, во второй досел и ставим прицел для более лучшей точности. По снарядам основной ББХ летит косарь 15, что вполне себе неплохо. Голда у нас кумулятивный снаряд, летит 900, что тоже неплохо, как для кумулятивного снаряда. Снаряжение: ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, 4 члена экипажа перки наблюдаете перед собой. Кратенько по тактико-техническим характеристикам. И вот еще один супер жирный минус. У нас нет брони. У нас слабая башня. Вот, у нас заднее расположение башни. Но в городе вам это еще как-то не мешает, а на рельефных картах становится жестью. И у нас минус 4 градуса углы вертикальной наводки. Это боль. ДПМ 3000. Кстати говоря, пушка уже заряжается 6.34. По ХП, в принципе, маловато. И это соответствует бронированию этого танка 1600. По мобильности все более-менее нормально, не нужна здесь турбина. 55 вперед, 20 назад, почти 15 лошадей на тонну удельная мощность. По незаметности, кстати, на этом танке все отлично. Просто у экипажа нету, не прокачивал еще перки незаметности. Процентов до 36, я бы даже сказал 38, эту тачку раскачать можно. Дальше по обзору 408 метров мы слеповаты. По плюсам-минусам. Плюсы сразу. Это подвижность, нормальная подвижность. По пушке такой плюс-минус, да, маленькие плюсы и жирный минус. У нас хорошее пробитие, особенно в голдовом снаряде. У нас хорошая точность, комфортное время сведения. И вот это все перечеркивает один большой жирный минус. Это отсутствие углов вертикальной наводки, что очень сильно мешает играть на этом танке и делать хорошие результаты. Это жирный минус. По броне у нас сплошной жирный минус. Сплошной. Вот. По обзору тоже минус. Слепой танк. По незаметности хороший жирный плюс. По количеству ХП минус, по сути, да. Вот как-то вот так. Предлагаю уже зарядить эту какашку снарядами и отправляться в бой. Посмотрим, а можно ли вообще на нем что-то настреливать. Вперед. Так, господа, обзор боем у нас. АБ-430 вариант 2 с задним расположением башни. Тяжи много. Поедем тяжи бить, да? Да. Попали мы. Ага, 2 арты. Нам светиться нельзя будет. Ну да. Вот 2 хп на этом куске дерьма сделай, да? 3200. 10 пробитий по противнику. Интересно, куда это у нас поехал господин на Карачуне сначала? Да, мы будем играть по-мужскому против тяжелых танков. Что нам кочевряжется? Т-29 на центр, 36 тоже на центр поехал. Прикольно. Я думаю, будет больно. Ой, неправильно свалил. Или нет, нормально. Или неправильно. Ух ты. Нет, явно неправильно. Чарта. Не попали.
скажет. Реально странно. Ты посмотри, какой ублюдок, а? А все потому, что дерево свалил некачественно. О, это мне летит. Да. О, блиндуны. Да, дерево я свалил крайне нехорошо. Это факт. Ой. Просто пот нереальный. Что-то мне все это не нравится сильно. Две 800, ребят. Просто в поту. Переигрывать не буду. Но это жесть. Все это круто. Ладно, победа 3К дали. Это в неистовом поту.
Я его убил. Все. 3К суммы, ребят, переигрывать не буду, но кусок дерьма не... Это жесть. На другом любом танке бы уже тут всех перестрелял бы, а на этом приходил. Ну, я, конечно, еще виноват, я много хп потерял, дерево неправильно свалил. Но в любом случае танк мне эта ветка очень не нравится. По пятибалльной системе 3 с минусом, больше он не заслуживает. Какого-то удовольствия на этом танке вы никак не получите. Пишите свои... Ой, второе место еще занял, позор вообще. Пишите свои комментарии, у кого есть эта тачка в ангаре, как она вам в целом, да, для меня так боль. Вот какой вы на ней, может быть, другой, может, я неправильно оборудование поставил, просто не умею готовить. 430 вариант 2, фиг его знает, но говно, как по мне. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, а я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.